Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о секретах предсказаний Жириновского и его роли в большой политической игре. 6 апреля 2022 года стало известно о кончине лидера партии ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Многие называют его одним из величайших политиков современности, обладавшего уникальными аналитическими способностями и умевшего строить точные прогнозы на будущее. Многое из того, что говорил Владимир Вольфович, спустя какое-то время действительно воплощалось в жизнь. Сейчас в сети активно распространяются видео, на которых Жириновский предсказывает начало спецоперации на Украине и другие важные события. На деле же лидер ЛДПР лишь озвучивал намеченные планы элит, выполняя свою роль в политической игре. С момента своего основания ЛДПР именует себя оппозиционной партией. По факту же она представляет собой так называемую контролируемую оппозицию, объединяющую несогласных с действующим режимом людей. В Госдуме просто не мог оказаться случайный человек, желающий изменить систему и искренне обеспокоенный судьбой народа. Деятельность партии ЛДПР финансировалась из государственного бюджета, о чем Жириновский открыто говорил в своих интервью. Тогда даже не было денег. Вот сейчас миллиард в год. Вообще не давали ничего. Эти деньги пошли нам с 2004 года. Только вот 12-13 лет. Ну, это классная схема. Что? Ну, миллиард от государства. Так во всем мире так. Сам лидер ЛДПР был вхож в высшие круги и состоял в хороших отношениях с Путиным. Президент даже лично приехал проводить Жириновского в последний путь. Владимир Вольфович отличался прямотой, скандальным поведением и довольно резкими высказываниями. Все это помогало ему оставаться в центре внимания долгие годы. Часто Жириновский говорил правду, однако его превратили в своеобразного клоуна, слова которого большинство людей не воспринимало всерьез. Есть мнение, что его уход из жизни связан с тем, что он болтал много лишнего. По факту же политик говорил ровно столько, сколько ему было позволено. Все его так называемые предсказания на самом деле являются лишь озвучиванием планов элит. Одним из последних сбывшихся пророчеств Жириновского являются его слова о начале спецоперации на Украине. Пусть лучше будет 22 февраля в 4 утра 22 года. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду. Вот 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный. Все это говорит не о даре предвидения Владимира Вольфовича, а лишь о том, что данное событие планировалось задолго до его начала. По поводу Украины Жириновский уже давно высказывался достаточно резко. Еще в 2014 году он разослал главам Польши, Венгрии и Румынии письма с предложением поделить территорию Украины. 2 года назад, на свой день рождения, политик получил в подарок от телеведущей Ольги Скабеевой торт в виде Украины, который он демонстративно разрезал на куски. Вот это вот мы оставляем Украине. 1/3. Вот на запад. С движением на запад. 1/3. А 2/3 вот. Все это Юго-Восточная Россия. Сам Жириновский никогда не признавал тот факт, что он знал о планируемых событиях заранее. В интервью от 2017 года с Юрием Дудем была затронута тема взрыва жилого дома в Волгодонске в 1999 году. За 3 дня до случившегося председатель Государственной Думы Геннадий Селезнев допустил так называемую оговорку, на чем спустя несколько дней сделал акцент Жириновский. Вспомните, Геннадий Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван за 3 дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценивать. Если Государственная Дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. Совершенно очевидно, что данное событие также было спланировано. Однако на интервью у Дудя лидер партии ЛДПР объяснял слова Селезнева случайностью и тем, что в стране тогда была напряженная обстановка. Это же был сбой технический, ибо по всей стране обстановка была сверхнапряженная с августа по сентябрь 1999 года. Сам Жириновский также не раз допускал так называемые оговорки, в результате которых его фразы приобретали особый символизм. В интервью каналу RTVI Владимир Вольфович на вопрос о том, как он пришел в политику, ответил следующее. Как вы пришли в политику? Все было сверхъестественным способом. В прямом значении эти слова можно трактовать как открытый рассказ о сделке с темными силами. В интервью у Юрия Дудя Жириновский напрямую подтвердил важность пропаганды на телевидении. Каждое воскресенье бываете у Соловьева в программе. Ну? Каждое.
А зачем вы это делаете? Это, ну, кроме пропагандистской работы. Вот это самое А вас главное. никогда... Пожалуй, одной из самых жутких оговорок политика стала его фраза про детей и клубнику, сказанная летом 2020 года. Вот всем детям России в день бы 5 ягодок. Ну? И дети были бы здоровее и вкуснее. Жириновский всегда утверждал, что его целью является улучшение благосостояния народа. Ведь я не о себе думаю. Я могу спокойненько в санатории отдыхать, в любых ресторанах завтракать, обедать, ужинать, одевать любые костюмы, да пропади все пропадом. Я ж думаю о народе. По факту же он, как и другие представители власти, видел в людях лишь рабскую силу, способную обслуживать интересы властимущих. Да, день и ночь, чтобы вся страна работала. Все эти праздники отменить. К черту. Какие праздники? Вот 2 дня. 21 сентября, 1 января. Остальное вкалывайте. Остальное спиваются. По 12 часов. Вряд ли сам Владимир Вольфович или кто-то из членов его семьи собирался работать сутками без выходных на благо своей родины. Целью же его было сделать так, чтобы у людей просто не оставалось времени подумать о своем месте в этом мире и о том, что в нем что-то идет не так. Ярким показателем так называемой любви к народу стала агитация Жириновского за спасительные уколы во время пандемии. Политик не только пытался доказать необходимость иммунизации своим личным примером, но и резко высказывался в адрес людей, не согласных с обязательностью процедуры. Как будем все, а вот как быть с теми, кто не хочет сделать прививку? Не хочет — в лагеря, изолируйте их. Не допускайте до работы, не допускайте до детей. Как быть с теми? В целом Жириновский выступал за всевозможные ковидные ограничения, в том числе маски и перчатки. Всем одеть маски немедленно. Никто из дома не выйдет без масок, без перчаток. Естественно, что все это делалось намеренно и было направлено на формирование у людей нужных установок. При любом удобном случае Жириновский рекламировал свою фирменную водку, которая, по его мнению, вероятно, также шла на пользу народу. В своих интервью Жириновский косвенно признавал, что за каждым президентом стоят некие высшие силы, и именно они определяют ход тех или иных событий. Что он ведь не сам делает. За каждым президентом США стоят определенные силы. Озвучивал он это применительно к Америке, однако совершенно понятно, что подобное происходит во всем мире. Помимо всего перечисленного, Жириновский часто демонстрировал известные жесты. На интервью у Дудя политик сказал, что к настоящему моменту общее время его выступлений составляет 16 тысяч часов. Дудь перевел это в дни и месяцы, в результате чего получились весьма символичные числа. Все наши выступления, вот я 16 тысяч часов у меня выступлений, я долбаю всех в пух и прах. Что интересно, в этот момент лидер ЛДПР держал свою руку, сложенной в жест 3 шестерок. Таким образом, на протяжении своей политической карьеры Владимир Жириновский работал на систему, исправно играя в ней свою роль. Через него регулярно озвучивались планы мировых элит, которые теперь принимаются за сбывшиеся предсказания. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.